Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. В феврале 2025 состоится выход долгожданной фанатами серии Monster Hunter новой части с подзаголовком Wilds. Журналистам дали поиграть в рабочий билд, и вот что они сообщили об игре. Новая часть станет смелым шагом для серии. Wilds наполнили большим количеством диалогов, из-за чего игра стала больше походить на традиционную ролевую игру. Особенно ясно это видно на фоне Monster Hunter World. Авторы хотели углубить роль протагониста, но при этом сохранить возможность отыгрыша разных героев. Сюжет стал интереснее благодаря способности нашего персонажа задавать вопросы и в принципе говорить. Побочные квесты и доп-контент теперь воспринимаются не просто как возможность прокачаться, так как через них мы теперь сможем больше узнать о том или ином NPC. Разработчики приготовили правдоподобную экосистему, где разнообразные монстры имеют логическую связь как с местностью, так и друг с другом. Геймплей по своей базе остался прежним, но был углублен благодаря механикам вроде фокусировки на отдельных частях тела чудовищ и возможности переключаться на ходу между двумя видами оружия. На картах отмечаются определенные предметы или монстры в зависимости от времени суток. В игре есть полноценный суточный цикл и динамическая система погоды, сильно влияющая на поведение существ. Если хотите ознакомиться с материалом подробнее, читайте в новости по ссылке. Релиз Monster Hunter Wilds состоится 28 февраля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series с полной русской локализацией. Sony провела юбилейную 30-ю уже церемонию награждения PlayStation Partner Awards 2024 Japan Asia. В ней номинировались самые успешные в плане продаж игры в период с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 годов. Так вот, главная награда досталась трем проектам: Black Myth Wukong, Final Fantasy VII Rebirth и, куда уж без нее, Elden Ring Shadow of the Earth 3. Но новость, собственно, не об этом, а о том, что в честь вот этого вот события глава From Software Хидетака Миядзаки выдал прессе планы студии на будущее. Он заявил, что в разработке находится сразу несколько игр в разных жанрах, правда сам Миядзаки является директором лишь в некоторых из них. Таким образом, Фромы хотят показать себя как многостороннюю компанию. Стало быть, стоит ждать не только новые соусы. Авторы Stalker 2 во время промо-кампании активно форсили обновленную систему A-Life 2.0. Мол, это будет их киллер-фича, но на деле оказалось, что штука эта не то чтобы работает. Разрабы потихоньку потерли упоминание A-Life со страницы Steam, и только сейчас они рассказали изданию IGN, в чем причина блокировки. По словам GSC, система, вопреки слухам, в игре все-таки есть, а не работает она, потому что слишком уж много в игре багов. Создатели пытались ограничить область работы A-Life во благо оптимизации, ведь чем шире радиус системы, тем больше будет сжираться объемов памяти. В данный момент команда работает над исправлением ошибок и общей оптимизацией, и вместе с тем параллельно пытается усовершенствовать A-Life 2.0. А по поводу удаления A-Life из описания на странице в Steam, говорят, что это сделал кто-то из маркетингового отдела, без разрешения. В качестве пруфа приложили скрин рабочей переписки, в которой действительно обсуждались самовольные действия сотрудника. Упоминание A-Life 2.0 вернется на страничку Stalker 2, но только когда все будет починено. Фри-то-плейный тактический шутер Delta Force активно готовится к старту бета-теста на ПК. Желающим уже предоставили возможность предзагрузить игру, а также разработчики выкатили системные требования, с которыми вы можете ознакомиться по ссылке. Кроме того, авторы ответили на самые частые вопросы. Игроки смогут компенсировать монеты Delta, купленные во время технического теста, 1 к 1. Облики с альфа-теста, фестивальные скинчики и прочие награды отправят во внутриигровой почтовый ящик после старта беты. В первый день возможны очереди. Ну и русский язык будет, правда только в субтитрах. Бета стартует в 3 часа ночи по Москве 5 декабря на ПК. Одновременно с этим в Delta Force начнется первый сезон под названием Genesis. В Call of Duty уже были коллабы с Ларой Крофт, черепахами, пацанами, а теперь вот собираются скрестить струю с игрой в кальмара, сразу в Black Ops 6 и Warzone. Сериал про отчаявшихся людей, соревнующихся не на жизнь, а на смерть, играя в прокачанные детские игры, чтобы получить денежный приз, стал дико популярным в 2021 году. Наверняка коллаборацию решили запустить в честь выхода второго сезона в конце декабря. В анонсирующем трейлере оперативник находит карточку с кальмаровой символикой
и больше нам ничего не показывают и не рассказывают. Может, в колду завезут особые испытания со светофором или перетягиванием каната, а может просто скинчиков. Коллаба стартует в январе 2025. Тактика про спецотряд времен Второй мировой Commandos Origins в этом году не выйдет. Calypso Media и Claymore Game Studios объявили о переносе на март следующего года по причине нехватки времени на полировку. В общем, все по классике. Но чтобы подсластить пилюлю, они подробно рассказали, что именно собираются в лучшем виде подать нам на весеннем релизе. Во-первых, производительность, без нее никуда. Во-вторых, разработчики конкретно займутся калибровкой искусственного интеллекта. Также добавят годную озвучку, которая заменит текущую, временную. Позволят менять раскладку управления, систему лута добавят, дабы бойцы могли использовать полезные предметы из карманов противника. Карты из линейных и компактных превратят в масштабные уровни песочницы. Завезут нелетальные способы устранения врага, атмосферный саундтрек и, наконец, больше игровых подсказок. Commandos Origins ожидается на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, включая Game Pass. Портал IGN готовит целую прорву материалов по Kingdom Come Deliverance 2. И стартовали они с тяжелой артиллерии, публикации первых 40 минут чистого геймплея. За это время нас заново знакомят с главным героем Индржихом и другими знакомыми по первой части персонажами. Далее следует эпичный штурм, в процесс которого вплетено обучение. Здесь, кстати, нам дадут поиграть за отца Багуту, внешность которому подарил отец главы студии разработчиков. За первый час игры можно опознать азы фехтования на мечах, сыграть в кости, приласкать песика, а также изучить систему социального взаимодействия в диалогах. Kingdom Come Deliverance 2 выйдет 11 февраля на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. И у меня все на сегодня. Больше новостей читайте на сайте stopgame.ru. Приятного аппетита и хорошего дня!